Погода портилась. Было ощущение, что вокруг творилось то же самое, что и на душе у Наташи. А еще ее терзали сомнения, поможет ли мама. С одной стороны, кому как не к матери идти, а с другой стороны, скорее всего, визит закончится ничем. Когда Наташа познакомилась с Николаем, то все было великолепно. Он красиво ухаживал, осыпал ее комплиментами. Вспоминая эти времена, она даже улыбнулась. А сейчас ей хотелось, чтобы ее семейная жизнь закончилась. И ей так была нужна поддержка, ведь и подруг-то не осталось, и идти некому, кроме матери. Встретили дома Наташу холодно. Первое, что спросила мама, так это почему она пришла без Николая. А после того, как Наташа закончила свой монолог, то мать чуть не поперхнулась чаем. «Ну а что ты хотела, дочь? Ты посмотри на себя. В кого ты превратилась?» Мать презрительно смотрела на сжавшуюся в кресле Наташу. «Конечно, он делает тебе замечание. Разве на такой женщине Коля женился? Он выбирал себе подстать, чтобы и самому приятно было посмотреть, и в люди выйти не стыдно было». Наташа молчала. Она пришла к матери за поддержкой, за утешением, а в ответ получает вот это вот все. Но мать сложно винить. Любимый зять Коля запудрил мозги даже ей. Шутка ли, если зять звонит теще 2 раза в неделю и жалуется на жену? И готовит та не так, как хотелось бы, и выглядит как чушка. В парикмахерскую ленится сходить, а еще и растолстела. «Вы, Галина Ивановна, — поет в трубку Коля, — настоящая женщина. Я, когда на Наташе женился, очень радовался. Ведь говорят же, что для того, чтобы понять, какая женщина в зрелости станет, надо на мать посмотреть. И я смотрел на вас». «Ну что ты, Коленька, — смеется колокольчиком Галина Ивановна, — ты преувеличиваешь». «Нет, я бы даже хотел, чтобы вы были моей женой, а не Наташа. Но, к сожалению, опоздал, вы не свободны». Нормально вообще. И Галина Ивановна, мать Наташи, тоже хороша. Зять дочь ругает, и ей такие комплименты отпускает, а она смеется и поощряет. Но тут уж, наверное, какие-то возрастные изменения, желание вернуть молодость, когда поклонники вокруг нее роем вились. Отец Наташи, наблюдая такие разговоры, фыркал и крутил пальцем у виска, однако не вмешивался. Он вообще в семье вроде бессловесной мебели был, деньги приносил, и на этом его участие в семейных делах заканчивалось. Так и ушла она, понурив голову, из родительского дома. Ей было все равно на дождь, но уже мокрые ноги. Ей вообще хотелось уйти в неизвестность, но только не домой. Но страх остаться одной на улице пересиливал. Вот взять бы и сказать матери все как есть. Но она ведь не поверит даже. И что она могла поделать? Разве расскажешь смеющейся колокольчиком матери, что муж ее с ума сводит своими придирками, что у нее просто нет никаких сил на то, чтобы ухаживать за собой? У нее сил на то, чтобы просто жить еле хватает. «У тебя плохо пахнет изо рта», — сказал муж примерно через 2 недели после свадьбы. Дело было воскресным утром, и Наташа, уже сделавшая утреннюю зарядку и принявшая душ, впорхнула на кухню и потянулась к мужу с поцелуем. «Я только что зубы почистила». Отстранилась она, поднесла руку ко рту и, выдохнув, понюхала. «Нормально пахнет. Пастой». «У тебя часто пахнет изо рта. Сходи к зубному. Или гастроэнтерологу». Немного скривился Николай. «Прости, но мне это не очень приятно». Вот так все и началось. После того, как у Наташи вдруг запахло изо рта, ее волосы начали выпадать с немыслимой силой, кожа обвисла, на лбу морщины, а на попе вдруг появился небывалой глубины целлюлит. Коля даже в магазин отказался с ней ходить, выдав перед этим тираду на следующий день после их последнего совместного похода. «Вчера в магазине над тобой 2 женщины смеялись», — рапортовал Коля. «Говорили, что нужно иметь талант, чтобы выглядеть настолько безвкусно».
Какие женщины? Замирала Наташа. Почему я не слышала? Я случайно услышал. Они, видимо, достаточно тактичны, чтобы не говорить тебе это в глаза. Странно, что тебе это непонятно, хотя ты ведь тактичностью не отличаешься. А тебе тоже не нравится, как я выгляжу? Николай на такие прямые вопросы отвечал снисходительной улыбкой с нотками отвращения, а еще глаза закатывал, мол, ну а ты-то сама как думаешь, может мне такое понравится? Сам он, надо признать, всегда выглядел великолепно. В спортзал ходил не реже 3 раз в неделю, придерживался модной кето-диеты, раз в неделю ходил на массаж, а также пользовался услугами косметолога. Наташа тоже была красивой. По крайней мере, она так думала, пока не вышла замуж за Николая. И ухаживала за собой, и спортом занималась. Только вот сейчас нет у нее сил ни на спорт, ни на диету, ни на то, чтобы к косметологу сходить. А все потому, что она слишком эмоционально воспринимает то, что происходит у них с Колей, слишком близко к сердцу принимает его критику и насмешки, а утешается она, как и многие женщины, не тем, что делает себя лучше назло обидчику, а тем, что садится перед сериалом с горой шоколадных конфет и хрустит, обливаясь слезами над очередной горькой судьбой какой-нибудь сериальной бедолашки. От матери Наташа возвращалась через магазин. Купила вафельный торт и ведерко мороженого. Сразу же на выходе из магазина принялась ругать себя за слабую волю, но не сильно, так, в фоновом режиме, попутно размышляя о том, какой сериал сейчас включат. Но планы по поеданию торта и мороженого не сбылись. «Ты совсем свихнулась?» – заорал Коля, когда она вошла. «Жаловаться на меня вздумала?» А потом Наташа даже не сразу поверила в произошедшее. Коля схватил ее за волосы и приложил об стену. Наташа поднесла руку к голове и оглянулась на мужа. Он стоял такой высокий и красивый, такой яростный и безжалостный. «Еще хочешь?» – прошипел он. «Или поняла?» Наташа кивнула. «Ударить или поняла?» «Поняла, Коля». А после этого он, как ни в чем не бывало, пошел на кухню и стал заваривать чай. «Мать твоя звонила», – будничным тоном сказал он. «Сказала, что ты жаловаться приходила. Если еще раз хоть слово ей скажешь, я тебя искалечу. В тюрьму сядешь», – тихо отозвалась Наташа. Коля рассмеялся. «Ты больная, что ли? В какую тюрьму?» «Ну, мать моя точно не будет тебя после этого любить». Не нашла ничего более подходящего Наташа. «А я ей сказал, что ты мне изменила. Она на моей стороне». «Что ты ей сказал?» «Что ты мне изменяешь с каким-то с работы. Так что жди звоночка от маменьки». И все это совершенно спокойным тоном, как будто у его жены сейчас не вздувалась шишка на голове, а она сама не сидела на краешке табуретки, затравленно глядя на некогда самого любимого мужчину на свете. Мать позвонила вечером, отругала, застыдила и выразила удивление, что при Наташиной внешности на нее вообще кто-то польстился, и восхитилась, конечно, выдержкой и прекрасной душой Николая, который простил блудной жене предательство. И что ей оставалось делать? Николай ушел на встречу с друзьями, а она сидела тихо на диване и плакала, поедая мороженое. А ведь когда-то она была решительной, а сейчас превратилась в безвольную. Если бы мама поддержала, если бы помогла ей согласием, но нет. Наташа ушла от мужа только через полгода после первого случая физической расправы. После этого было еще пара случаев, а также вечное высказывание недовольства ее внешностью, поведением и характером. Не уходила раньше, потому что просто было некуда. Квартира была мужа, к матери она возвращаться не хотела, потому что та верила не ей, а зятю. Но неожиданно помог отец, тот самый, который был вроде бессловесной мебели в доме. Он сказал,
что ему плевать, с кем там дочь путается на работе, но если она хочет уйти, он ей будет давать деньги на квартиру. Галина Ивановна визжала и спорила с ним, мол, пусть негодная дочь сидит возле своего прекрасного мужа и молится, чтобы он не выгнал ее, а заодно не перестал дружить с ней, с Галиной Ивановной. Но отец был непреклонен. Он выделил Наташе деньги на первый взнос за аренду и далее регулярно вносил ежемесячно необходимые суммы на банковский счет дочери. Что там в голове у папы вдруг щелкнуло, что он решил пойти против жены, неизвестно. Может, тоже возраст подошел, и женские истерики перестали волновать. Коля после ухода Наташи долго не сдавался. Он пробовал и снова красиво ухаживать, и просил прощения, а когда это не помогало, угрожал. Однажды даже подкараулил в подъезде и попытался поднять руку. Наташа тогда изо всех сил заорала «пожар», и на лестничную клетку выскочили соседи. Коля быстро удалился. Даже сейчас, по прошествии 3 лет, Наташе иногда кажется, что она видит бывшего мужа в толпе. Кажется, что он следит за ней, выжидает удобный случай, чтобы причинить ей боль. Новых отношений она пока не завела. Нет пока сил на любовь. Хочется пожить для себя и любить только себя. Поэтому все силы она отдает работе, спорту и саморазвитию. Ее повысили на работе, и теперь помощь от отца она не принимает, хотя тот все равно откладывает эту же сумму, мало ли что. И даже жена теперь ему не перечит, ведь он сказал, что идет к дочери, и наконец-то заживет спокойно, а она пусть сама вертится и делает, что хочет. Галина Ивановна после такого присмирела и даже разрешила Наташе приходить в гости. Дочь сквозь нежелание заходила по праздникам, забежит минут на 10 и все, ведь с отцом она и так видится часто. А Галина Ивановна, глядя на дочь, всегда сокрушается, мол, такого мужика упустила, глупая, но уже не вслух, а про себя. Вслух она это говорит только кумушкам-соседкам, но и они уже ее не поддерживают, ведь за эти годы увидели, как изменилась Наташа. Да и сын Валентины Георгиевны, соседки, сейчас работал в одной конторе с Наташей, и там ему рассказали всю правду. Так что нет поддержки у Галины Ивановны, зато есть поддержка у Наташи, и она совсем справится. Просто надо, чтобы прошло время. Говорят, оно лечит. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.